Леди и джентльмены, приветствую вас. Сэр Холмс, Морвин, Тамриэль Ребилд, Аймра все еще. Я вспомнил, что последнее буквально, что мне осталось сделать, это да, тут все забавно очень. Вот у нее получается вроде бы ключ от браслета фаргонянина, который тут сидит. Да, у нее перепутал управляющую таверны этой с управляющей торговым домом. Так, где у тебя тут ключ? Скажи мне, пожалуйста. Наверное, здесь надо посмотреть. Тем более, что Анара ушла уже на корабль. Но я подозреваю, что он может оказаться у нее в кармане попросту. Тут ничего интересного. Я тут за кадром продал пару лишних свитков, лишних зелий, лишних ингредиентов. Забыл продать жемчужины, прежде чем стакнуть их с остальными. Черт возьми. Теперь я буду таскать на... Что там? О, целых 0,4 фунта больше. Напоминаю, что у меня квест на проклятые камни. О, это состояние Анары. Но я не буду трогать. Раз уж я столько усилий вложил, чтобы этой девчонке хорошо в этом мире жилось, какой смысл у нее теперь воровать, правда? Ключа я тут не наблюдаю. Не, он, конечно, может быть где-то тут. Но я его не вижу. Я вроде как достаточно внимательно все смотрел, не правда ли? Вот здесь бы сейчас пригодилось заклинание обнаружения ключа, но у меня сейчас с собой его нет. А подожди, а может... Я смогу его скастовать? А у меня есть, смотри. Даже довольно большой шанс. О, получилось. Но, по-моему, оно тупо не работает. Оно тупо не работает. Да, так светло из-за того, что я тут сварил зелье ночного глаза себе, опять же, из звездных глаз и грибов. И меня немного штырит. Ну черт возьми, где ключ? Да, не нашел я, в общем, нигде этого ключа. Черт с ним. Пусть сам выбирается, и так для него уже дробовладельца его грохнул. Ну и все, пора идти. Путь у нас будет лежать в Роадир. Интересно, кстати, что все поселения, которые я находил в последнее время, не помечаются на карте. Вот почему бы Аймру на карте не отметить? Весьма, я считаю... Кстати, исследователь Дрелгов убежал. Ну, стоящее место, чтобы его отметить, в общем. Колоритное. Вот, по этим дорогам я ходил уже множество раз. Поэтому, пожалуй, увидимся сразу в Роадире. Ищу имперца. Нашел одного, но это не тот. Зато у него есть фразочка уникальная. Говорит: боги, это место сведет меня с ума. Ты видел эту решетку на полу, когда зашел? У них там черепа! Черепа! И я думаю, что они принадлежат их родственникам. Неудивительно, что их призраки такие шумные. Вот я там же говорю, данмеры криповые со своими почитаниями предков. Имперский агент. Хотел бы я вернуться в Сиродил. Не следовало мне сюда приезжать.
Руадир. Странное местечко, странный народ. Кто построил вот эти вот все холлы и аудиенции над могилами? Я этого не понимаю. Я на самом деле понятия особого не имею, где искать нужного мне имперца. Вот можно поспрашивать про него, но все говорят, что, конечно же, мы его знаем. У нас так нечасто тут такое происходило, вообще никогда, прежде чем вы не понаехали тут чужестранцы. Ну, вот если обычный народ спрашивать, то, ну, примерно тоже говорят. То, что мы знаем, но его лично не видели. И, кстати, тут можно спросить про Сирентул. Это место, куда отправился Иван, священник из квеста в Аймрахе, в Аймре, то есть. Это Велатийская башня, расположена на востоке Старого Эбенгарда. Там храм приглядывает за больными и прошедшими через некоторые приключения, да, как Иван. Я там бывал на самом деле, когда вот только возобновил прохождение Tamriel Rebuild. Есть повод еще раз туда наведаться наверняка, Иван там. Вот, ну а пока продолжаю поиски. Если подняться чуть выше, тут нечто интересное у них. Что-то вроде святилища, я вижу, что-то валяется там. Может быть, это даже какой-то теодрический артефакт, но пройти я сюда не могу. В барьере нет изъянов. О, нашел его, наконец. Он просто стоял в одном из сквериков. И говорит, да, я видел, что он спрыгнул прямо с этого большого шпиля. Он нырнул в реку. И я не знал, что он украл кувшин из Пунавитом раньше следующего утра. Это большое преступление в этих местах. Он был неплохим парнем, между прочим, ну или так я думал. Он оставался и слушал мои песни часами. И давал неплохие чаевые. Как бы то ни было, я видел, что он поплыл к берегу и направился на север. Я думаю, он направляется в Старый Эбенгард, потому как кувшины с Пунавитом, ну, так сказать, свободная добыча за пределами района Морнхолд. Интересно. Прыгнул со шпиля в реку и направился на север, да? Вот это прыжок веры. Так. Хорошо. Как бы то ни было, мне сюда надо будет вернуться еще. Потому что у меня там, вон за той горой, нычка. Надо показать тоже кое-какие чудеса акробатики. Не получилось. И мана кончилась. Что ж, будем искать, будем искать. Тут у нас путь на север преграждают горы. Наверное, он... Вряд ли здесь. Если он спрыгнул с большого шпиля, то наверняка на суше он выбрался где-то здесь. Да? Да, вот где-то здесь. И направился на север. А хотя север-то у нас вон там как раз-таки. Это я иду на восток. Угу. Да, немного тут дезориентирован почему-то.
посветлело. Ну, наверное, да, он побежал по этому мосту. И где-то здесь отправился на север. У меня такое предчувствие, что он где-то в глуши просто помер, наверное. Гуар какой-нибудь его дикий съел. Это, наверное, данмерские кости. Кости предков. О! Это может оказаться им. Так, ты смотри, нападает на меня. Дай каким-нибудь свитком ее. Hellfire будет слишком жирно. А вот таким. Bladeful Suffering. Блин. Ого! Ничего себе. Что-то я странно начал стрелять. Сразу напал на меня какой, а? Другому другу. Так, отмычки мне нужны. Давай одну возьму, пополнить. Просто коловянские меховые ботинки. Меч какого-то урагана ядовитого. О, хорошо, что я не попался ему под руку. Вот они. Кувшины. Ничего себе, 10 фунтов каждый. Ну, странные очень эффекты у них. Так, что пишут? Моему другому другу Ти. Пожалуйста, извини меня за нехороший конец нашей вчерашней встречи. Но у меня было какое-то давящие делишки, с которыми надо было разделаться. Новая возможность всплыла позже. Которая стоит таланта такого, как у тебя. И твоей девушки. У индорильцев есть домашние животные, называемыми велками. Эти велки производят нектар из специальных мешков, орган у них, да? И когда его правильно сварить, как забродит он правильно, у него интересные кое-какие эффекты. Мне нужно, чтобы ты и она сделали какие покупки. Ну, прикупили, в общем, пару кувшинов пунавита, который делается с этого нектара. И побольше вот этих вот мешков с нектаром. По понятным причинам. Я бы сказал, около 50 мешков и около дюжины кувшинов. Это неплохое будет начало. И ты получишь свою оплату, когда целая вся поставка прибудет. Со всеми хорошими пожеланиями. О, ага. Это надо взять. Недалеко ушел. Сложнее было найти Барда. Его товарища. Ну, я думаю, можно напрямик самому Ильве принести эти кувшины. Да, потому что он к тому же самый ближний тут. Из всех, кто может принять квест. Как-то так. И вот. Я помню, что он у нас в холле воинов, а это здесь.
Здравствуй, мерзкий Данмир. Можешь говорить, охотник за головами? Туредус. Турет, да? Мне просто интересно, как правильно это переводится с латиницы. Эсдрикус. Не знаю. Турет Эсдрик, в общем, мертв. И ты принес обратно украденный пуновит. Хорошо, как и обещано, вот твоя награда. Обычно по традиции Ндарил подобные вещи оплачиваются не золотом, но как бы то ни было, я думаю, что ты заслужил немного больше, чем обычный обмен за товары, в общем. Что-то такое. Амулет миротворца, наверное, на повышение красноречия или что-нибудь в этом роде. 100 золота. Я еще нашел записку на нем. Что это? Похоже, кто бы это ни написал, по этой записке Туредуса наняли, чтобы украсть мой пиновид. Это очень раздражающая находка. Спасибо, Холмс, что принес ее сюда, к моему вниманию. Вот. Возьми этот камень из моей сокровищницы. Ты заслужил хорошую службу, охотник за головами. Аметист. Хорошо. И можно с ним поговорить теперь. Ты пришел в мои покои, чтобы спросить, кто я? Я есть Руадир Арганианин. Я слово закона. Если у тебя простые вопросы, пожалуйста, направь ее моему стюарту. Или стюартам. А что там с Арганианином-то? Как и сказано, пусть только вера будет единственным законом. Это единственная подходящая мера для раба, чтобы он последовал святому Аралору, чтобы замолить свои грехи. Понятно. Можно совета попросить. Не беспокой меня, чужестранец, говорит. Твой дом лежит за горами. Иди туда. Нормально. Секретов тоже не дает. Что бы еще спросить можно у него? Текущие события. Ну, мой город — это всегда смотрящий глаз, который защищает Антирин. Отсюда мы защищаем всех, кто живет своей жизнью в соответствии с Альмсиви. Народ Хлаалу и всякие посетители с запада, не знаю, и с юга желают только укрепиться в этих землях. Для них река Тир — это путь для торговли простой. И они не видят путь, через который им... Так. Ну, в общем, не видят этого пути исхода Святого Велота. Он впервые вступил в центральные земли Рездайна. Вот почему моя позиция тверда, чужестранец. Понятно, да, замечательно. Speak, traveler. I could kill that one. Those boots are ruined. 310 страниц уже. Так. Все, готово. Может, кто-то из вас еще со мной захочет поговорить? Он говорит, но реплик с ним не особо много.
Новых квестов я, похоже, не получу тут у них. Только для членов фракции. Ну, ладно. То есть можно идти, да, похоже? Может, еще что скажет Стюарт его? У них там черепа. Про хороших таэдр можно спросить. Не, ничего нет. Так, ну что ж, тогда можно отправляться действительно на север. Пройти через Хул. Посмотреть, что там. А, у меня же там целое задание есть. В Дандрил надо будет зайти, там тоже квест на розыгрыш. Но сначала мне надо собрать... штуки из своей заначки там. Ну и проверить надо еще торговцев. Вот сейчас. Ну, тут у меня только щит был. Ну, получается, я могу вполне все носить, даже учитывая все свои находки. Я еще парочку уроков Вивека своровал. Ну, и не считая всяких там драгоценностей из Роадира. С палат знати, так сказать. Ну и все, я наконец-то двигаюсь на север. Сколько меня тут это все держало. Все, помните, началось с того, что мне в старом Эвенгарде дали квест найти мисс Урайл. Вот здесь где-то. Здесь. Или здесь. Ну, короче, вот в этих местах. О, вот здесь. И это я все, по сути, еще возвращаюсь, чтобы сдать этот квест. Ну, в принципе, мой стиль игры в свитке, он всегда был таким, что... Сначала сдается какой-то такой длинный квест, который предполагает путешествие куда-то в другой город. Довольно далеко, да? И по пути я, само собой, выполняю что-то другие какие-то поручения, какие нахожу. И частенько случается так, что этих квестов довольно много накапливается, и на них уходит много времени. Но при этом эти квесты тоже приключения, считайте. Кстати, вот, может быть, перезарядить скелетным чемпионом. Нет, это, наверное, слишком жирно будет. Эффекта будет мало. Камень душ пропадет за 1200 монет. Ай! Надо жалить, за деревом прятался, подумать только. Антирин. Красота. Ага, я что-то все путаю. Все, север путаю почему-то с востоком. Мне туда надо. Так, что у меня по камням душ есть? Малый камень душ еще. Вот Алита вполне можно было в него поймать. О, ничего себе, тут нетчи. Эх, да, все-таки, похоже, не обойдется без того, чтобы залезть в Раймеш. Похимичить с порядком загрузки модов. Это опасно, конечно, но... Ну, это что за персонаж?
Вонтус. Yes, Argonian? Привет, незнакомец. У меня для тебя есть предложение. Скорее ставка на самом деле. Видишь ли, я недавно изобрел новое зачарование, которое я хотел испробовать. Все, что тебе нужно, это дать мне 25 золотых как ставку. Поймай меня и получишь 50 назад. Очень просто. Ну давай попробуем. Хорошо. На старт, внимание, марш! Он исчез на горизонте. Долбанутая опять магия. Мне нужно поймать его. Он кричал в боли прямо. Бежал на юг. Так, этот квест все еще считается. Он не завершен, но по-любому. Все не может быть так просто. Это может быть и квест гильдии магов, в принципе. Нет, квеста похоже не... А, вот. Скорость молнии. Ладно, ищи его, свищи теперь. Он наверняка врезался куда-то. Ладно, давайте поищем. В холл немного отменяется. Откладывается на неопределенное время. Вот она дорога, кстати, в него ведущая. Обратно, наверное, ею пойду. Так, надо на всякий случай осматривать все внимательно. На его месте я бы мог врезаться в любой камень. В любое дерево и расшибиться в лепешку, если бы я с такой скоростью побежал. Хочется держаться при этом на каких-то высотах, чтобы лучше обзор был. Пока не видать его. Наверняка где-то сейчас его труп найду. Конечно, надо постараться, чтобы его найти. Так, ну, юго-восток это вот. Залезу еще сюда, тут тоже повыше, чтобы посмотреться. Просто раз этот квест не пропал из списка квестов, все еще висит, значит, предполагается какое-то развитие событий. А тут я, по-моему, бывал уже. Черт. Ногу сломишь тут у вас.
Ногу сломишь, и даже ни ягодки коммуники не получишь за эти всякие страдания. Так, ну это я явно забрался куда-то уже слишком на юг. Он вообще может быть в любом месте вот здесь. Да, ну и задачка, конечно. Ну, может быть, у него была задумка в какой-то населенный пункт переместиться. Вам и ловкие, заразы. Вечно мне не получается с первого раза по ним попасть. Вот, это уже знакомые места. Тут у нас обитала первая бандитка, за которую я получил награду. А этого дядю по-прежнему не видать. Пока еще не нашел. Я вернулся на место, откуда он стартанул. И сейчас просто иду по прямой. Ну, так, плюс-минус. Если он бежал по прямой, действительно, он бы должен был уже в одном из этих водоемов где-то застрять. Но нет. И не юго-восток, а просто юг на самом деле. Я еще раз сверился с журналом, что-то я приврал про юго-восток. Ну, это, наверное, уже слишком далеко, у меня такое ощущение. Может быть, надо было по дороге идти. Но дорога, она вот в том-то и дело, что на юго-восток уходила. А тут езжает с одной подачи, смотри-ка. Ну ладно, раз я до сюда дошел, надо, наверное, продолжать путь. Ну, я добрался аж до Аймры, но не следа этого дядьки. Наверное, он меня просто обвел вокруг пальца. Возможно, он, добежав до определенного места, потом телепортировался просто кудо-нибудь. Возможно, в Хуле сидит. А тут ничего, кроме как... Я слышала, что стражи провели рейд в маяк. Многие люди были убиты. Капитан Абидур делал что-то незаконное там. Несомненно, контрабандой занимался, говорит. Ладно. Ну, по этим всем краям мы уже с вами путешествовали, поэтому включусь через мгновение. Вот, я вернулся практически к старту этой гонки. Его я так и не нашел, но зато смотрите, что у нас тут. На дороге валяются штаны. Я подозреваю, что это могут быть его штаны. Может быть, если я пройду по этой дороге дальше, ну, хоть я сейчас, по сути, иду обратно. Черт с ним. Может быть, я найду еще подобные следы. Давайте попробуем. Еще элементы одежды, которые с него свалились. Предположительно, ну, конечно... Так. Пояс. Так, у меня зелий нет. Ночного глаза нет. К сожалению, нет. И восполнить... Запас сил нечем, да? Жаль. Ничего, сработало заклинание, хорошо.
Так, ему пора бы где-то оставить еще следы, потому что... Ну, хотя вряд ли он забежал бы сюда. Но, может быть, здесь его видели. Так, это у нас чьи-то хижины. Арабская хижина. Speak, traveler. Так, здравствуй. Я, кажется, видел, что что-то промелькнуло прямо перед моим лицом миг назад. Выглядело практически как имперец. О, смотри-ка. Они его видели. А, еще бы он сказал, в какую сторону он промелькнул. Воин Великого дома Индарил. Ладно, предположим. А может быть, он сюда забежал тогда, раз прямо... Предположим, что он стоит на месте, не двигается. Может быть. Этот имперец побежал куда-то. Бедняга. И что это? Еще одни сапоги, да? Журнал обновлен. 19, блин. Угу. Урон от шока. Укрепить атлетику. Нормальные сапоги. Мне хватает, кстати, чтобы их... Да, я нашел рядом с деревушкой Саверия. Похоже, он наткнулся на препятствие и пал жертвой плохой стороны своего зачарования. Ну, трудно это определить, но... Теперь у меня есть его зачарованные ботинки. Возможно, это часть одного большого квеста. Вот у меня есть такое. Ну, этот квест, похоже, завершился, да? Да. Ой, что я надел? А, я надел щит. Ну, вряд ли это часть того же квеста, что и с летающей эльфийкой, но... Нет, побегает Индарил. Тут ничего не говорится про то, что, возможно, там стоит кого-то предупредить. Так, давайте, наверное, заканчивать на этом уже, друзья. На сегодня наигрался, тем более уже. Ну вот, а в следующем эпизоде отсюда стартанем. Вот, ну что ж. С вами был Сэр Холмс. Тамриэль Ребилд, Моровинд. Посмотрим потом. Вернемся в старый Бенгард. Может, действительно, это... кто-то что-то скажет про этого имперца. А пока что, пока-пока.